Друзья, привет! Спасибо, что вы вновь заглянули на мой канал. Меня по-прежнему зовут Юля, мне 53, и я переезжаю в Испанию. Здесь я рассказываю о своем пути иммигранта и женщины за 50, у которой впереди много всего интересного. Сегодня я сравню два типа ВНЖ, которые лично я рассматривала для себя, и я считаю их наиболее оптимальными для людей 50+. Это виза без права на работу или no lucrativa. Она рассчитана на людей, у которых есть стабильный пассивный доход и хорошее накопление. Ну, я надеюсь, что у многих из нас к 50 годам это есть. А вторая виза, виза цифрового кочевника или номад-виза, она рассчитана на людей, у которых есть удаленная работа вне пределов Испании. Они могут работать и как наемные сотрудники, и как ИП, и как самозанятые. А в конце я более подробно остановлюсь на третьем типе ВНЖ, виза по оседлости. Я просто понимаю, что у многих моих подписчиков, судя по их комментариям, просто нет возможности получить ни визу без права на работу, ни визу цифрового кочевника, поэтому для них это единственная возможность легализоваться в Испании, и я на этой визе подробнее остановлюсь. Итак, два типа ВНЖ. Без права на работу и цифрового кочевника я буду оценивать по следующим критериям. Первое – легкость легализации, требования к накоплениям, требования к доходу, налоги, в том числе на мировой доход и социальные отчисления. Первый критерий – легкость легализации. Виза без права на работу. С моей точки зрения, это самое сложное для россиян сегодня для получения и одобрения визы. Просто для нее, во-первых, нужны довольно хорошие условия, которые не у всех есть. Это большой приличный пассивный доход и большие накопления. Потом подаваться на эту визу можно только с территории страны постоянного проживания или ВНЖ. Очень долгий срок одобрения, около 3 месяцев. Визу дают всего лишь на 1 год, и по этой визе есть серьезные ограничения, то, что вы не можете работать ни в Испании, ни за ее пределами. А юрист, который помогает мне с оформлением ВНЖ, рассказал, что в последние месяцы приходит очень много отказов по этому типу ВНЖ, и причем отказы получают люди просто с отличными кейсами. Например, клиент моего юриста, который имеет 6 квартир в Сочи и сдает их в аренду, получил отказ от испанского консула с очень странной аргументацией – недостаточность финансовых средств. Опять же, ссылаясь на опыт моего юриста, больше шанс получить визу без права на работу имеют те россияне, у которых есть недвижимость, жилая недвижимость в Испании и испанский счет с приличной суммой денег. Так, виза номада. В отличие от предыдущей визы, это самая легкая и быстрая виза в получении. Во-первых, можно подаваться с территории Испании. Срок одобрения всего лишь 30 дней, и визу дают на целых 3 года. Но в чем подвох, я вам расскажу позже. Просто дело в том, что надо понимать, что если государство очень быстро и легко одобряет визу, значит, оно что-то хорошее имеет от временных резидентов. И об этом хорошем, о том куше, который получает государство от удаленных работников или цифровых кочевников, я расскажу чуть-чуть позже. Чтобы получить эту визу, вы должны зарабатывать деньги за пределами Испании. Я уже об этом сказала, но еще раз повторюсь. В данном случае, кстати, повторение мать учения. И работать вы можете и на компанию в качестве наемного сотрудника, как ИП и как самозанятый. Следующий критерий – требования к накоплениям. Чтобы получить визу без права на работу, вы должны показать накопление в размере 28 800 рублей, евро. Именно столько, по мнению испанских властей, требуется человеку для того, чтобы прожить 1 год в Испании. А официально накопление можно показать как на российских счетах, так и на счетах дружественных России стран, того же Казахстана. По крайней мере, в требованиях испанского консульства не уточняется, на каких счетах нужно показать свои накопления. Но, как опять же рассказывает мой юрист,
Испанский консул с большей радостью дает одобрение тем людям, у которых есть счет в Испании или в ЕС, и на этом счету есть приличная сумма денег. Это такое своеобразное доказательство, что вы серьезно намерены жить в Европе, а не получаете эту визу как альтернативу Шенгену для того, чтобы свободно и без проблем путешествовать по Европе и миру. Я показала накопление на счетах в банках Казахстана и Испании. Сегодня в Европе есть один единственный банк. Вот сегодня он есть, завтра, кстати, его, может быть, не будет. На апрель 2025 года пока есть Европейский банк цифровой «Никель», который открывает счета для резидентов России без ВНЖ. Ну, учитывая, что он один, естественно, у него и довольно условия не самые лояльные. 25 евро он берет за открытие счета. Положить можно не более 950 евро в месяц, и при этом банк берет комиссию целых 2% с суммы депозита. Я, кстати, нашла способ, мой лайфхак. Я нашла способ, как не платить вот эти 2%. У меня в Европе живет дочка, и она мне переводила со своего европейского счета на никель. Вот за эти переводы комиссию не берут. Кстати, о способах перевода денег из России в Европу. Так как у меня дочь в Европе, для меня это вопрос актуальный. Я, по-моему, изучила все возможные легальные способы перевода, и я их собрала в таблицу, и эту таблицу опубликовала в своем Телеграме. Поэтому я, кстати, описание, ссылку на Телеграм оставлю в описании, заглядывайте. И вообще я вам советую подписаться на мой Телеграм, потому что там много полезной, нужной информации для людей, которые собираются переезжать в Испанию или, по крайней мере, думают об этом, интересуются. И эта информация – это как бы рассказ о моем пути, о моих успехах и неудачах. И я надеюсь, что она вам будет полезна и спасет вас от многих ошибок и от многих материальных и эмоциональных затрат. А если вам, кстати, интересны форматы познавательно-развлекательных рилсов, то можете заглянуть в Инстаграм, там я пилю короткие ролики о нюансах жизни в Европе. Так, ну что, теперь мы продолжаем, значит, говорить о критерии требования к накоплениям и переходим к визе номада. А к накоплениям номада никаких требований нет, но дело в том, что в любом случае вам нужно иметь какую-то стартовую сумму для переезда, для аренды квартиры. Опять же, по оценкам моих знакомых, ну вот те оценки, которые собрала в открытых источниках и среди своих знакомых, говорят о том, что минимальная сумма, которая тебе необходима для жизни в Испании, это 1500 евро на двоих вместе с арендой квартиры. Это, конечно, речь идет о небольших городах. Чем больше город населения, тем сумма эта выше. Следующий критерий – требования к доходу. Для визы без права на работу ваш доход должен быть не меньше 2400 евро и плюс 600 евро на каждого члена семьи. Очень важная ремарка. Этот доход должен быть исключительно пассивным. То бишь, это доход от сдачи в аренду недвижимости, ваша пенсия, проценты со вклада, дивиденды с ценных бумаг и авторские отчисления. А зарплата наемного работника или прибыль от вашего бизнеса пассивным доходом не считается. Однако есть лазейка. Вот, например, дивиденды от бизнеса – это пассивный доход. И это как раз мой случай, потому что я показывала два источника пассивного дохода. Это сдача квартиры в аренду и дивиденды от бизнеса. У меня ИП, и я сделала генеральную доверенность на своего партнера для того, чтобы показать консулу, что я не собираюсь активно управлять своим бизнесом. Так что вот лайфхак, можете им воспользоваться. Что касается требований к доходу визы номада. Он должен быть не ниже 2500 евро на человека, плюс 900 евро на каждого взрослого члена семьи и 300 евро на ребенка. И очень важно, что минимум 80% вашего дохода должны поступать от иностранных компаний, то есть не работающих на территории Испании.
Вот следующий критерий, пожалуй, самый важный, самый болезненный для многих, которые собираются легализоваться в Испании. В Испании, как мы знаем, довольно высокие налоги, как и во всей Европе. Что касается налогообложения владельцев той и другой визы. А виза без права на работу. По закону Испании, если вы живете более 183 дней в стране, то вы автоматически становитесь налоговым резидентом Испании. И вы обязаны платить налоги. Сумма налога зависит от размера вашего дохода и составляет от 19 до 47%. Но по факту все владельцы виз нон-лукратива или без права на работу, с которыми я общалась, говорят, что они не платят налогов. И самое удивительное, что то же самое мне сказал мой юрист. Практически все клиенты, в том числе я переезжал по такому же типу резиденции, Seguridad Social нас, владельцев такого типа резиденции, не ставит на свой учет и никаким образом не проверяет наши доходы, даже спустя 183 дня. Была клиентка, с которой мы ходили в налоговую инспекцию. Она хотела платить налоги здесь также после прошествия 183 дней. Мы пришли с ней в налоговую инспекцию, она дала резиденцию свою, и нам сказали, что у вас резиденция без права на работу, поэтому по поводу налогов, уплаты налогов приходите тогда, когда у вас будет рабочая резиденция, спустя 5 лет. Кстати, владельцы визы нон-лукратива или без права на работу, поделитесь, платите ли вы налоги, если вы уже являетесь налоговым резидентом Испании. А мы продолжаем. Номад-виза. Что касается налогов на владельцев номад-визы. А в Испании для них действует льготный режим. 24% на доход до 600 тысяч евро в год в первые 6 лет. Кстати, в это же время ты освобождаешься и от налогов на мировые доходы. Следующий пункт – это социальное отчисление. Ну, виза без права на работу не требует социальных отчислений, потому что вы не работаете на территории Испании. А вот виза виза номада требует. Если вы работаете как фрилансер с иностранными заказчиками или по контракту с иностранной компании, то переехав в Испанию, вы должны оформить на себя как аутонома, ну или индивидуальный предприниматель по-русски, и платить от 230 до 500 евро в месяц в систему соцстраха. Если вы только начинаете, то в первый год можно оформить льготный тариф и будете платить 80 евро в месяц. Итак, резюмирую. Визу номада легче и проще получить и на долгий срок, на целых 3 года. Но при этом вам придется платить налоги минимум 24% на доход 2500 евро в месяц. Плюс к этому вам еще придется платить хистору или бухгалтеру, потому что разобраться в сложной налоговой системе Испании, ну, ой-ой-ой, как непросто. И вообще, по первости, нужно брать бухгалтера, потому что можно наделать ошибок и попасть на большие штрафы. А визу без права на работу получить сложнее, но с финансовой точки зрения она намного выгоднее. Если же у вас нет удаленной работы с приличным доходом, пассивного дохода и больших накоплений, то у вас есть одна единственная возможность легализоваться в Испанию. Приехать туда по туристической визе, жить там нелегально 2 года и спустя 2 года получить визу по оседлости. А какие требования к получению визы по оседлости? Ну, как я уже сказала ранее, 2 года проживания в Испании, и факт проживания вы доказываете пропиской, выписками, медсправками и любыми датированными документами. Второе требование – социальная интеграция. Нужно иметь социальные связи в Испании и получить заключение от муниципалитета и службы социальной интеграции, которое подтверждает, что вы знаете испанский язык на уровне хотя бы А1, и вы включены, интегрированы в местное сообщество. Например, участвуете в курсах и каких-то религиозных или волонтерских организациях.
Третье. Вам нужно иметь контракт на работу. Обязательно контракт на работу от испанского работодателя минимум на год. И при этом работодатель должен быть чистым, без долгов и с реальным бизнесом. Четвертое требование. У вас не должно быть судимости ни в Испании, ни в стране происхождения. Ну и, собственно, на этом все требования заканчиваются. Но я хочу сказать, что виза по оседлости – это нелегкий путь. Там есть очень серьезные ограничения, которые могут испортить вашу жизнь, ваше пребывание в Испании, и о них лучше знать заранее. Какие же ограничения? Первое, вы не сможете открыть счет в испанском банке. А второе, очень трудно снять жилье, потому что многие арендодатели для подтверждение финансовой состоятельности нанимателя требует от него рабочий контракт с испанской компанией или выписку с банковского счета с очень приличной суммой. Нельзя устроиться легально на работу. Нелегалы в основном, к сожалению, выполняют низкоквалифицированную работу: стройка, уборка, уход за детьми и пожилыми людьми. Могут вас ожидать большие трудности с оказанием медицинской помощи. В экстренных ситуациях вам помогут, сделают операцию, но в иных случаях вам придется покупать частную медстраховку. Следующее ограничение: вам нельзя покидать Испанию. Если вы ее покинете, вас могут не пустить обратно и депортировать в страну происхождения. И последнее ограничение, или, скажем, даже потеря, упущенная возможность, то, что вы теряете по факту 2, а то и 3 года, так как срок нелегального проживания в Испании не учитывается при оформлении ПМЖ. Ну и в завершение лайфхаки для тех, кто все-таки решил легализоваться в Испании по визе по оседлости. Первое. Делайте прописку сразу после приезда, хоть у друзей, хоть в каких-то благотворительных организациях. Далее. Храните чеки, справки, подписки, медкарточки. Все это будет подтверждать, что вы постоянно живете в Испании. Далее. Ходите на языковые курсы. Это поможет с интеграцией с бумагами. И последний лайфхак: начинайте заранее искать работодателя. Многие работодатели принимают людей на работу даже с небольшим знанием испанского языка. Так, теперь то, что касается меня. Что касается моей иммиграции, я решила оформлять ВНЖ без права на работу. Мне, честно говоря, нужен год как минимум для того, чтобы осмотреться и принять решение, готова ли я жить в Испании и что вообще там в дальнейшем, в будущем планирую делать. Но, честно говоря, я и не догадывалась, сколько трудностей, каких-то ужасных испытаний ждет меня на пути в Испанию, именно на стадии оформления ВНЖ. Но это совсем другая история, как говорят в одном знаменитом телепроекте. Но я обязательно о ней расскажу в следующий раз. Так что, как говорят опять же на телевидении, не переключайтесь, будет интересно. А по-ютуберски это звучит так: подписывайтесь, делитесь своими мыслями и нажмите колокольчик для того, чтобы не пропустить интересные видео. Ну, а я с вами прощаюсь на этом. Всех целую, ваша Юля.